Всем привет! Минтруд России предложил обязать работодателей доплачивать сотрудникам за сверхэмоциональные или интеллектуальные нагрузки, а равно за неудобный рабочий график. По планам министерства, эксперты должны разработать механизм оценки влияния вредных факторов на здоровье человека, а затем работодателей обяжут учитывать эти обстоятельства при проведении оценки условий труда. По данным, опубликованным на сайте газеты «Известия», ожидается, что в случае одобрения инициативы изменения могут затронуть в первую очередь сотрудников сферы образования, медицины, правоохранительных органов и журналистов. Наконец-то дождались. Несколькими днями позже Минтруд опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой по сути даны советы о том, как сэкономить на поощрении трудового коллектива. По мнению госоргана, есть множество способов повысить мотивацию работника, помимо выплаты материального вознаграждения. Следуя этой логике Минтруда, надбавки за сверхнагрузки, конечно, должны быть, но если их не будет, то тоже ничего страшного. Скажите, как вы такая тоненькая, хрупкая, женственная, а не боитесь? Дело в том, что раньше я работала учительницей. С тех пор мне уже ничего не страшно. Вместе с тем, реальные зарплаты работников здравоохранения и образования достаточно невысоки и в большей части регионов России составляют примерно 15-20 тысяч рублей в месяц. На эти деньги самому-то трудно прожить, не говоря уже о том, чтобы содержать семью. Таким образом, повод для надбавок к зарплатам работников данных сфер действительно серьезный. Однако установление надбавок вовсе не означает напрямую рост зарплаты. К примеру, в случае установления анонсированной Минтрудом надбавки за сверхнагрузки, работодатель при определенных обстоятельствах может уменьшить другие надбавки, получаемые работником. В итоге применение новой надбавки к заработной плате на практике может обернуться даже снижением дохода работника. В этой ситуации появление новых надбавок к зарплатам учителей и врачей может быть расценено последними как повод для громкого скандала. Такого же, как недавно возник вокруг одного из роддомов Башкирии, когда сотрудники медучреждения высмеяли отчет своего руководителя о несоответствующих действительности зарплатах сотрудников роддома. Из-за мизерных зарплат рядовые врачи и учителя не держатся за свои места. Для многих эта работа является вариантом временного трудоустройства, позволяющего хоть как-то связать концы с концами в период поиска достойного заработка. В результате страдает качество образования и здравоохранения в стране. Какой же предмет вы можете вести? Биологию, ботанику, зоологию, химию. Дело в том, что у нас уже есть учителя по этим предметам. А географию у нас вести некому, Роза Борисовна. И уже полгода. Но мы же не можем брать на работу человека без педагогического образования, да и вообще без какого-либо знания предмета. Роза Борисовна, я с удовольствием ознакомлюсь с этим предметом. Биология, география, в общем-то, почти одно и то же. Поэтому в целом идея об установлении надбавок за сверхнагрузки мне нравится. Труд должен достойно вознаграждаться. Однако все же, если целью министерства, как это было отмечено СМИ, является помощь в первую очередь врачам и учителям, то для этого не нужно было вводить сложные поправочные коэффициенты. Достаточно было просто повысить вознаграждение за недооцененный труд. Друзья, а как вы думаете, что лучше? Формальная справедливость или достойная оплата труда? Напишите об этом в комментарии к видео. Подписывайтесь на канал «Обо всем с юмором» и ставьте лайки, если вам понравился этот ролик. Спасибо за внимание. Пока.